Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Жара стояла третью неделю. Солнце висело над горизонтом, как раскаленная гильза, и воздух дрожал. Алексей стоял на крыше брошенного универмага и смотрел в бинокль на юг. Там, за ржавым оставом грузовика, двигались тени. Не люди, уже нет, хотя когда-то были. В свои 32 он весил 53 килограмма. Ребра выпирали так, что можно было пересчитать. За спиной рюкзак с 2 банками тушенки, последние, обоймой 9х18 и черной смолой для гемостаза. Аптечка умерла еще полгода назад, остались только бинты и йод. Людоеды появились на второй год после событий. Их не создал какой-то вирус или радиация. Их породил голод, обычный, темный, первобытный голод, когда запасы кончились, а земля перестала родить. Люди вспомнили, что человек – это тоже мясо. 45 килограммов белка, иногда с костями. Алексей не ел человека, пока. «Эй, на вышке!» – крикнули снизу. Он вздрогнул. Внизу стояла девчонка лет 16, худая, с бельмом на левом глазу. Ее звали Лера. Она появилась в его убежище 3 дня назад, попросила воды. Не отходила. Алексей уже знал, одиночки в этом мире не выживают, но и пары – это риск, 2 рта. «Чего тебе?» «Вижу дым за железнодорожной насыпью. Может, там люди?» Он опустил бинокль, посмотрел на нее долгим взглядом. В ее лице еще осталось что-то детское, но глаза были старые, старше его. «Там не люди, Лера. Там готовят. Ужин. Обед и ужин и завтрак. Все в одном котле». Она не поняла, или поняла, но не хотела верить. Он спустился вниз. Полуподвал универмага, где горела керосиновая лампа. Стены были завалены хламом. Пустые канистры, трупы кассовых аппаратов, детская кукла с оторванной головой, символизм, которого Алексей уже не замечал. Он достал карту, расчерченную карандашом. Красным были отмечены зоны людоедов. Их становилось больше. Серым – нейтральные территории, где еще можно было рискнуть обменять патроны на хлеб. Белых зон не осталось. «Нам нужно двигаться на север», – сказал он, не поднимая головы. «Там, говорят, есть база, настоящая. С электричеством, со стенами, там кормят». «Говорят?» – эхом отозвалась Лера. «Кто говорит?» «Вороны?» Алексей не ответил. Он знал, что слухи часто заводят в мясорубку, но сидеть в универмаге до зимы – это гарантированная смерть.
Запасы 3 банки, полпачки соли, вода из лужи после фильтрации через уголь и песок, 2 ножа, 1 с зазубренным лезвием для разделки, рулет, не охотничий, а обычный мясницкий рулет. Алексей отобрал его у мясника в первый год. Тогда он не думал, зачем ему такой. Теперь думал. «Ты когда-нибудь...» — начала Лера и запнулась. «Что? Ел мясо? Не консервы, не тушенку, а, ну...» Тишина. Керосиновая лампа чадила. «Нет», — сказал Алексей. «Пока нет». «Пока...» Это слово висело между ними, как нож на волоске. На 4-й день похода на север они наткнулись на деревню. Не настоящую, а декорацию. Дома стояли целыми, но окна выбиты. В огородах бурьян, человеческий рост. Алексей сразу напрягся. Слишком тихо, даже птиц не было. «Обойдем», — шепнул он. Лера кивнула, но не успели они свернуть к кювету, как из крайнего дома вышли 3 мужики, одеты в рваные ватники, лица как пергамент, но глаза живые, слишком живые. «Свои!» — крикнул один, лысый, с татуировкой счастья на костяшках. «Не стреляй, парень, мы нормальные, есть жратва». Алексей держал руку на кармане, где лежал пистолет. Макаров 9 мм, старый, но надежный, 8 патронов, не для 3 мужиков. «Жратвы нет», — сказал он спокойно. «Проходим транзитом». «Да ладно, брат». Второй с кривым носом улыбнулся, улыбка была широкая, а зубов 3. «У тебя за спиной девка. У девок всегда есть заначка. Или шоколадка. Или другое». Лера сжалась. Алексей сделал шаг вперед, прикрывая ее. «Слушайте сюда, мужики. У нас 2 банки тушенки, соль и вода. Я вам отдам 1 банку, и мы расходимся. Мирно». «Мирно?» Лысый заржал. «Ты его слышишь, Петрович? Он про мирно. Пахло бы от тебя миром, парень. А от тебя пахнет страхом и мясом». Алексей понял в тот момент 2 вещи. Первое, они не разойдутся. Второе, 8 патронов против 3 живых мишеней. Это шанс, но выстрелы привлекут других. В деревне не могло быть только 3. «Беги», — сказал он Лере одними губами. «Что? Беги!» Она рванула назад, в поле. Алексей выхватил пистолет, выстрелил в Лысого, попал в плечо. Тот заорал и упал. Кривоносый бросился в сторону. 3-й мужик молодой, с бледным лицом, вытащил нож. Большой, самодельный, из обрезка рессоры. Алексей выстрелил снова. Пуля прошла всквозь по лысой голове молодого. Снесла кусок уха, но не убила. Тот взвыл и все равно побежал на Алексея. Дальше месиво. Они сцепились в грязи. Нож вошел Алексею в предплечье. Он вздвигнул сквозь зубы. Ударил рукояткой пистолета по лицу противника. 1, 2, 3. 3-й удар сломал скулу. Молодой обмяк. Алексей добил его? Нет, просто оставил лежать. Оглянулся. Лысый полз к дому, оставляя кровавый след. Кривоносый исчез. «Лера!» – закричал Алексей. «Лера!» Ответа не было. Он нашел ее через час в канаве за деревней. Сидела, обхватив колени, тряслась мелко, живая, целая. Алексей опустился рядом, выдохнул и заплакал. Впервые за 2 года. Не от боли в руке,
Руку он перетянул жгутом из собственной рубашки. От усталости. Той самой, которая не лечится сном. «Я не побежала», – прошептала Лера. «Я хотела, но ноги не слушались. Я просто смотрела». «Все правильно, все». Он обнял ее здоровой рукой. «Ты жива, мы живы». Но живы ли? Через 15 минут они увидели дым. Не с насыпи, а прямо за поворотом. 5 столбов черного дыма поднимались к небу, как пальцы мертвеца. «Костры», — сказала Лера, — «большие». Алексей поднял бинокль. Увиденное заставило его желудок сжаться в узел. Вокруг огромного котла из промышленного цеха стояли люди. Десятки, может, сотня. Они двигались плавно, как морские ежи, и все смотрели на что-то, на висящее. На 3 перекладинах висели туши. Голые, без кожи, с поджаристыми боками, человеческие. Алексей насчитал 4, нет, 5, и одна была маленькая, ребенок. «Кто там?» – спросила Лера. «Ничего, не смотри». Он убрал бинокль, руки дрожали. Не от страха, от ярости. Но ярость в этом мире – роскошь, которую нельзя себе позволить. Ярость убивает быстрее, чем голод. Они обошли деревню стороной, по полю, пригибаясь. Почти вышли к лесу, когда за спиной раздался топот. Много ног. 10, 20. «Бежим!» – сказал Алексей уже без крика. Просто факт. Они побежали. Лера быстрее, молодые ноги, легкая. Алексей, хромая, с прокушенной рукой, с пистолетом. Потной ладони. Лес приближался. 50 метров, 40, 30. Выстрел. Не его, чужой. Пуля просвистела у виска, ударила в березу, брызнула щепой. Алексей обернулся, выстрелил наугад. 1, 2, 3, не глядя. Кто-то вскрикнул, остальные не остановились. Лес накрыл их, как вода. Тени, корни, тишина. Они бежали, пока легкие не стали гореть, а ноги ватными упали во враге, заваленном валежником, дышали, слушали. Топот удалялся. «Они не зашли», — выдохнула Лера. «Почему?» Алексей посмотрел на нее. Глаза как блюдца. Он понял, почему. Лес был чужой, и они это знали. Ночью он не спал, сидел, прислонившись к старому дубу, и перебирал патроны. Осталось 4 и 1 банка тушенки. А до севера неделя, если идти быстро, а если медленно 2, или никогда. Лера спала, свернувшись калачиком. Во сне она была похожа на нормального подростка, не на бродягу, не на свидетеля конца мира, просто девочка, которой хочется в школу, в кино, чтобы ее обняла мама. Мама Леры умерла на 2-ю неделю после событий. Ее убили за хлеб, 2 буханки и полбутылки подсолнечного масла. Алексей не знал этой истории, но догадывался. У каждого в этом мире есть такая история, или еще хуже. Под утро ему приснился сон. Он стоял на крыше универмага, а внизу, вместо земли, была мясорубка. Огромная, стальная, с вращающимися ножами. И он смотрел, как в нее падают люди. Знакомые? Нет. Но почему-то у всех были лица Леры. Он проснулся в холодном поту. Рядом никого не было. «Лера!» – позвал шепотом. Тишина. «Лера!» – уже громче. Он вскочил, обшарил овраг. Пусто. Следы вели наверх, в лес. Свежие, торопливые.
Чьи-то еще или ее? На земле валялась ее самодельная сумка, эпичная, с вышитым цветком. Она никогда не бросала сумку. Алексей выругался так, что эхо покатилось по деревьям. Достал пистолет, 4 патрона, одна цель, и пошел. Он нашел их через полкилометра. Логово, пещера в глиняном склоне, прикрытая ветками и тряпками. Внутри горел огонь. Настоящий, живой, опасный. У входа стояли двое. Те, кто упустил их днем. Кривоносый и еще один, с бритой головой и сережкой в ухе. Кривоносый держал Леру за волосы, прижимая к земле. «Отпусти девочку», — сказал Алексей ровно, выходя из темноты, — «и я не буду стрелять». «У тебя патронов нет», — оскалился Кривоносый. «Ты потратил почти все днем. Один остался, этого хватит». Алексей поднял пистолет. «Тебе в голову, ему в голову, а потом я подойду и дорежу ножом». Они замерли. В таких играх блеф – все. Если поверят – жить, если нет – умирать и быть съеденным. В буквальном смысле. «Стреляй», – сказал вдруг Кривоносый. «Давай, посмотрим». Алексей выстрелил в колено, не в голову. Кривоносый заорал, рухнул, выпустив Леру. Второй рванул на Алексея и получил прикладом в лицо, потом ножом в живот. Не глубоко, но больно. Человек с сережкой согнулся, закашлялся. «Валим!» — крикнул Алексей Лере. Она уже бежала, он следом. Кривоносый выл в темноте, второй матерился сквозь кашель. Бежали долго, пока деревья не стали реже, а небо светлее. Рассвет был серым, как старая простыня. Они вывалились к реке, мутной, мелкой, но в воде. Упали на песок. «Ты, правда, последний?» – спросила Лера, ловя ртом воздух. «Какой?» «Патрон». Алексей вынул обойму, в ней было 3 патрона. «Врунишка». «Нет», – улыбнулся он впервые за много дней, но им об этом знать не обязательно. Они шли к северу еще 8 дней, ели корни, сырое мясо змей. Одну застрелил из рогатки, рогатка оказалась полезнее пистолета. Пили из луж, фильтруя через ткань. Лера молчала, он тоже. Разговаривать было не о чем. Каждый нес свой крест и свои мысли, которые лучше не озвучивать. На 9-й день увидели забор, высокий, из сетки рабицы и колючей проволоки. За ним дома с целыми крышами, антенны, гул генератора, часовые на вышках с карабинами. «База!» – выдохнула Лера. «Реальная база!» «Да!» – кивнул Алексей. «Реальная!» К воротам подошел охранник в камуфляже, чистом, застиранном, но цельном. Посмотрел на них долгим взглядом. Таких, как они, он видел сотни. «Оружие есть?» «Пистолет, ножи». «Сдадите на входе. Еда. 1 банка тушенки, соль». «Сдадите. Вопросы?» «Нас покормят?» – просила Лера тихо. Охранник посмотрел на нее, и его лицо на секунду изменилось, стало усталым. «Покормят, девочка, без мяса, но покормят». «Без мяса», – Алексей услышал это ударение и понял. На базе тоже знали, что такое люди, и принципиально не переступали черту. Пока. Внутри их отвели в барак, выдали миски с какой-то жидкой кашей.
теплой, пахнущей чесноком и надеждой. Лера ела и плакала. Алексей ел и не плакал. Он смотрел на других обитателей барака. Изможденные лица, глаза, щелочки. Среди них были те, кто ел, он понял по взгляду, тому самому, с прицелом. «Не смотри на них», — шепнула Лера, не поднимая головы. «Почему?» «Потому что ты тоже знаешь. Мы все знаем». И она была права. За эти недели они оба видели такое, что нормальный человек не должен видеть за всю жизнь. Но милосердие – это когда ты, увидев все это, все равно не становишься одним из них. Алексей доел кашу, поставил миску и вышел на воздух. Небо было чистым. Впервые за долгое время. Он закурил. Бак дали на базе, настоящий, не самосад. Затянулся, выдохнул. «Что дальше?» – спросила Лера, выходя следом. «Выживать», – сказал он, по-человечески. Ни один из них не знал, сколько это по-человечески продлится, но оба знали, что другого выбора нет, потому что если выбирать между котлом и свободой, даже голодной, даже грязной, они уже сделали свой выбор. За забором на юге снова поднимался черный дым. Кто-то сегодня не выбрал. Алексей докурил, затушил окурок о подошву и пошел устраиваться на новом месте. Завтра должен был наступить 8-й год после того, как мир рухнул. Он твердо решил дожить до 9-го.